Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. So, Prabhupada, we will continue talking about the mood of Lord Chaitanya in his preaching. Итак, мы продолжаем сегодня говорить о настроении Господа Чайтаньи, в котором он находится в проповеди. Okay. And we're going to read a verse, Chaitanya Charitamrita. Мы прочтем текст из Чайтаньи Чаритамриты. Adi Lila chapter 8, verse 15. Из Ади Лилы, главы 8, текст 15. Right. Sri Krishna Chaitanya Daya Karaha Vichar Vichara Karite Chite Pade Chamatkar. If you are indeed interested in logic and argument, kindly apply it to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. If you do so, you will find it to be strikingly wonderful. Перевод стиха. Если вы действительно привержены логике, то сделайте предметом ее рассмотрения милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Тогда вы поймете, насколько она поразительна. Yes, let's just have a look at the purport. No. Okay, so yeah, when we talk about the mood of Lord Chaitanya in his preaching, it is a multifaceted mood. Когда мы говорим о настроении Господа Чайтаньи в проповеди, то ему присуще несколько видов настроений одновременно. For example, you can say, как сказать, Господь Чайтанья очень щедрый. Very generous. Понимаете, слишком, слишком. Okay, yeah. So this is very important part, sort of feature of the mood of Lord Chaitanya in his preaching. Щедрость Господа Чайтаньи является одной из неотъемлемых характеристик настроения, проповеднического настроения Господа Чайтаньи. He is similar idea but slightly different. И еще одна характеристика неотъемлемая, присущая проповедническому настроению Господа Чайтаньи, но немножечко другая. Он очень великодушный. Великодушный Господь Чайтанья. It's the same, but it's slightly different. Немного похоже на предыдущую характеристику щедрость, но немножечко отличается. At least, по-английски, я не знаю по-русски, если what, разность есть, no. Разность есть.
Разница есть. Разница есть. 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 Окей. Скоро мы хотим. Да, я хочу, что вы будете, скажите мне, разница может быть. Лорд Чайтанья, Господь Чайтанья, очень милостивый, да? Да. Это правда. Но, как тоже, да, он очень сострадательный. Правда? Это is it the same or not the same? Милостивый, сострадательный – это слова синонимы или все-таки есть разница? Как вы думаете? Есть. Разница есть, говорят они. Разница есть. Разница есть. Есть разница, да, right. На английском тоже. Он очень, как сказать, бескорыстный. 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 Или, вот, эгоистичный. Не эгоистичный. Не эгоистичный, окей. Понятно. Окей. Знаете, я не знаю русский язык, но мне кажется, что это важно, это it is, как сказать, valuable. Ценный. Ценный, okay, ценный. To consider these different aspects of the mood of Lord Chaitanya in his preaching. Я считаю, что очень важно и ценно понимать разницу в его различных настроениях, проповеднических настроениях Господа Чайтаньи. Because we as preachers, as devotees who distribute books regularly, we have to also develop such moods ourselves. Как преданным, которые распространяют книги на регулярной основе, нам очень важно развить такое же проповедческое настроение, как и у Господа Чайтаньи, Following in his footsteps. следуя по его стопам. In our small, humble little ways. По-своему, по-скромному и на нашем небольшом, маленьком уровне. И если у вас есть прямо сейчас тетрад и ручка тоже. И если у вас нет, я не знаю почему, но если у вас есть, мне кажется, что будет хорошая идея написать, писать. Писать, записывать These different terms. некоторые термины, определения, выражения, которые вы сегодня услышите. And try to meditate on these from time to time. И впоследствии помедитировать на суть этих выражений, которые вы сегодня запишете. Иногда, как каждый день. Иногда раз в день, например. Раз или много раз. Регулярно. Да. Да. I think it'll be very helpful. Мне кажется, что вам это поможет. Okay, so generosity, write it down. Итак, щедрость записываем. Magnanimity. Великодушие. Великодушие. Душный, да.
If it's a noun, then it's великодушие. Okay, великодушие. И великодушие, if it's an adjective. Yes. Right. Okay. Then mercy. Милость, Compassion. сострадание Sastradanya or sastradatelny. или можно записывать прилагательными милостивый, сострадательный Господь Чайтанья. He is very caring. Он очень заботливый, He's interested. и ему не безразлично все, что происходит с нами. He's interested. Как вы, как, how's everyone? Он всегда интересуется, как поживает Адхокшаджи Прабху, Амбариш, Махарадж и все остальные. Харибол. Но что, о чем вы думаете, когда вы на улице с Книгами. книгами, и you are just about to begin. Господь Чайтанья думает о том, Нет. Как мы думаем, о чем мы думаем. он интересуется, о чем думаем мы в тот момент, когда мы только-только собираемся начать распространять книги на улице. Okay, это правда, но я хочу знать, о чем вы думаете, когда вы на улице с книгами, and you are just about to start distributing. И только-только готовитесь начать распространять книги. Понимаете? О чем? Как? Господь, please protect me. Господь, пожалуйста, защити меня. I may die out here. Я здесь ласты склею. Please help the time go quickly so we reach the end as soon as possible and I can stop. Пожалуйста, ускори как-нибудь время моего пребывания здесь на улице, чтобы побыстрее все закончилось и я мог уйти. И просада будет. И поскорее на пир попасть. Может быть, или, настроение, what you say? Соревнование. Соревнования. Соревнования. Я должен, я буду бить, как сказать. Всех победю. Да, буду в первом местом. Понимаете, да? Different moods. Вот разные настроения могут присутствовать в умах преданных. И раньше, много лет назад, я тоже, распространял книги, как вчера я сказал чуть-чуть, и я подумал, all these different things I thought at different times. И обо всем, что я сейчас рассказал, в тот момент, когда я сам лично распространял книги, как я вчера вам рассказывал, обо всем этом я тоже думал в различных ситуациях. Да, это правда. I was also arrested. Меня арестовывали за распространение книг. Они арестовали меня, да. И посадили. Да, много раз. Очень много раз. Я забыл, сколько, но очень. Не меньше, чем 50 раз. Может быть, 100. И, может быть, не больше, чем 100, но может быть, 60-70 раз. Да. And I had to appear in court.
И мне много раз приходилось представать перед судом, Oh yeah. And they found me guilty. и меня признавали виновным. И поэтому сейчас you are looking at, вы смотрите. Вы смотрите, Вы смотрите здесь преступник. на криминального авторитета. Номер один. Преступник. 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 Это правда. Anyway, but now I want to hear suggestions from you, other suggestions of different aspects, facets of the mood of Lord Chaitanya as a preacher. Мы бы хотели сейчас от вас услышать предложения, идеи относительно того, какие еще настроения, особенности настроения Господа Чайтаньи присущи Ему в проповеди. И если возможно, когда возможно, дайте мне Пример, вариант. Okay. Any suggestion? Какие варианты будут? Пожалуйста. All forgiving. Oh, спасибо. Sure. That's amazing. Это удивительный пример. Матаджи. Любовь, когда вместе танцевали хищники и те, кого они хотели есть по сути, по своей природе, но они обнимались и танцевали. Loving Lord Chaitanya, dancing with tigers and other animals. Oh, да. Спасибо. Индрануча Прабху. Милость. Я уже сказал. Да, хорошо. Спасибо. Окей, пример. Саньяси Майавади. Майавади Саньяси. He took Mayavad sannyas just out of mercy, not because he wanted to become a Mayavadi sannyasi. Он принял саньясу от Майавади только лишь из милости, а не по собственному желанию. Prabhu. Determination. Right. An example of Чандкази. dealing with Chandkazi. Oh, very good example. Очень хороший пример. Они сказали мне, что предмет здесь на фестивале очень разумный. И это правда. Окей, Матаджи, еще, да. Строг в своем ашраме, то есть как саньяси строг был. Strict саньяси. Окей, спасибо. Very good. Прабху. Tolerant hearing for 7 days from Sarvabhauma Bhattacharya. Спасибо. And also, give me another example of something Lord Chaitanya tolerated. И кто-нибудь еще, пожалуйста, приведите пример терпения Господа Чайтаньи. Окей, хорошо, спасибо. И Матаджи, пожалуйста. Пример терпения Господа Чайтаньи. Okay, exactly. Отлично. That's what I was thinking. Еще раз. Когда его критиковал Рамачандра. Рамачандра Пури. Рамачандра Пури. Помните, да? Очень важная лила. Окей, еще. Матаджи. Окей, настроение было? Or tolerant? No, not tolerant. What's the mood? Какое настроение? Скажите, пожалуйста. Protection of devotees. Okay, спасибо. Очень хорошо. Прабху. Delicacy in preaching. Ага.
Что? Погромче, пожалуйста. Кешева Кашмир. Okay. Хорошо. That's a good one. Yeah, надеюсь, I hope you're writing these down. И я надеюсь, что вы все записываете, все примеры, в своих тетрадках. Да. Мададжи. Забавы, как игры, имеется в виду. His pastimes when he was a child. Okay, настроение. Какое настроение присуще в этих забавах? Mischievous. Okay. Mischievous preacher. Да, шаловливый проповедник. We will distribute their books and when they don't notice, steal their money. В качестве примера можно привести такой вариант. Распространяем книги и впадаем в шаловливое настроение Господа Чайтаньи, и пока человек смотрит книгу, мы вытаскиваем денежки у него из кармана. Yes. We will not do that. Вот так делать не надо. Шутка. But okay, хорошо, спасибо. Еще Прабhu. Fearless. Fearless. Okay, give us пример. Пример, пожалуйста, бесстрашие. He was traveling around South India alone. Okay. Okay, anyway. Okay, хорошо. Индонезия Прабhu. Исследование шастры в Албхачаре, когда он с ним общался. Following Shastra when he was associating with Vallabhacharya. So everyone could hear. Следование шастрам, например, когда он общался с Валабхачарьей. Еще. Одна или вторая? Он различал уровни преданных, то есть он не со всеми разговаривал о Радха Кришне, например. He was understanding the levels of different devotees and was not speaking about Radha Krishna Lila with everyone. Очень разумно. Любил играть. Любил салоны, они там искали все, как читаться друг на друга, изображали. He liked to play. Играли, окей, хорошо. Поглощал просадом. He was absorbing a lot of prasadam. Okay. Настроение было. Какое настроение при поглощении прасада? На почти без просадом. Уважал, what you say? Как? Уважал. Уважал прасад. Это Кришна, конечно. Прабhu. He is a deliberate dancer. Deliberate. Dancer. Настроение. Какое настроение в этот момент? Deliberate. Yeah. He like feels how to say attachment to Radha Krishna and started to dance Okay. or separation. Господь Чайтанья не делал различий, кто достоин получить милость, а кто недостоин, он всем раздавал милость. Okay. Слышали? Еще раз. Не проводил различий, кто достоин получить милость, а кто нет. Хорошо. Аскетичный, то есть когда преданные давали ему постель, там какое-то удобство, он отказывался, сказал, как есть. He's a real austere person. He was refusing to take comfortable conditions from people. Okay. Прабhu. Настроение служения, когда они были в храм, и еще он не раз, например, кто-то служил конкретно. Okay. Хорошо. Mood of service. Прабhu. Смирение, когда Смирение. переходит в том, что он слишком много ест, а он еще красивый,
humility when he was told that he was absorbing too much prasadam, he decreased the amount of prasadam. Okay, хорошо. Bravo. Скромный. Это он, несмотря на то, что он сам Кришна, он говорил, что мой духовный учитель сказал, что я глупый, чтобы Okay. Повторяйте. Скромный Господь Чайтанья, когда ему сказал духовный учитель, что сказал? что он глупый, учить шастры, просто повторяйте святое имя. Что он глупец, и ему не нужно изучать шастры, ему нужно просто повторять святое имя. Когда нет, Пракашананда Сарасвати сказал, вы как Нараян. Господь Чайтанья сказал, но нет, я глупец. What did he say? Guru Mora, what is it? Guru Mora Murkadeki Karila Shasan. My Guru said, Murk. That's like glupets. You are a fool. He Karila Shasan, and he chastised me. Мой гуру сказал, ты глупец, и отчитал меня. I hope you're writing these down. Я надеюсь, вы записывали примеры настроения Господа Чайтаньи. At least write them in your mind. По крайней мере, запечатлите их в своей памяти. But you know what they say? Знаете, что говорят? That when you hear something, if you don't write it down, you may only retain about 7%. Если мы услышали информацию, но не записали ее, сохраняется в памяти лишь 10%. Нет, 7%. 7%. Да. If you write it, you may retain 50%. Если же вы записали услышанную информацию, то, может быть, сохранится в памяти 50%. If you write it and you read it immediately afterwards, you can retain more than 90%. Если вы записали и прочитали услышанную информацию, то может сохраниться более 50%. Okay, Mataji, продолжайте, пожалуйста, и дайте мне примеры. Пожалуйста. Ecstatic. Ecstatic. И. Okay, хорошо. Спасибо. Да. Service mood. Okay, пример. He was washing the clothes for devotees. Okay, that's interesting. Mataji. Lord Chaitanya protected Haridas Thakur despite his low class. That's a good one. That's a good one. Хороший пример. Пожалуйста. He was really respectful towards his mother. Да, okay, okay. И поэтому the men should be respectful to the Matajis, right? И поэтому все господа должны почитать своих матерей. Да? Или да? Okay. There was... Okay. Nimai liked to study, but his parents didn't let him. Okay. Настроение? Okay, I guess that's the настроение. Okay. Almost last. He delivered crocodile and a dog. Okay. Настроение? Compassion. Okay. Хорошо. Последний или almost. Да. Почти последний. Учился у каждого Гопал Гуру, Раманандарая. He was learning from everyone. For example, Gopal Guru. Okay. Повторяйте. Господь Чайтанья учился практически у каждого. Например, учился у Гопал Гуру.
He was not attached to his home and his mother because of importance of following mission. Не привязанность, так написано. Да. Okay. Хорошо. Anyway, I hope some of you wrote some of these down. Я надеюсь, что хотя бы кто-то из вас что-то записал. Because, I think at least the great majority, they were relevant to us. Большая часть тех примеров и настроений, которые мы произносили, нам самим очень важны для развития. Yeah, and we should actually try and cultivate many of these qualities ourselves in our preaching. В нашей собственной проповеди нам необходимо развить некоторые из этих видов настроений. Because, often we may go out on the streets to distribute books, but we don't have one or some of these moods, we have some of the other moods. Часто бывает так, что мы выходим на улицу распространять книги, но еще не развили не то чтобы несколько видов настроений, но даже ни одного еще. It's so difficult. При этом находимся в противоположном настроении. Ой, как сложно. These people are too much. Эти люди все too much просто. Why does Nimi Prabhu, why does he always beat me? Why can't I beat him at least one time? Почему этот Ними Прабху всегда побеждает? Почему мне не удается хотя бы раз превзойти его? I know what I'll do. Я знаю, что я сделаю. When we go out, I will tie his shoes together. Когда мы пойдем на улицу распространять книги, перед этим я завяжу ему шнурки на ботинках. When he's selling a book, I'll go and tell the people, don't buy it. И когда он будет протягивать книгу людям, я буду говорить людям, не покупайте у него. Right, so there's a sort of a saying, if we give mercy, we get mercy. Есть такое высказывание, если мы даем милость, то мы и получаем милость. So even if we don't feel these elevated moods ourselves, but if we perform activities which are merciful, which are compassionate, and like that, gradually we will develop those moods. И если мы сами еще не развили эти возвышенные настроения, присущие Господу Чайтаньи, ничего страшного, мы можем продолжать заниматься видами деятельности, благодаря которым эти настроения будут спровоцированы на возникновение в нашем сердце. It is merciful, compassionate, etc. to give people Prabhupada's books. Распространять книги Шрилы Прабхупады людям, несомненно, спровоцирует развитие настроения милости и сострадания. But we may not feel that mood so much, or maybe not even at all sometimes. Но мы можем не ощущать до какой-то степени развития этого настроения, или можем даже вообще не ощущать развития этого настроения. But still, it is a merciful activity. Тем не менее, мы занимаемся деятельностью, которая может спровоцировать развитие такого настроения. So if we act in that way, even if we don't feel like that so much, gradually the mood will come. Даже если мы не пребываем в этом настроении на данный момент, но продолжаем заниматься деятельностью, которая поможет спровоцировать развитие такого настроения, постепенно оно разовьется. And do any of you know an example Srila Prabhupada gave in that regard? Знаете, какой пример приводил Шрила Прабхупада в этой связи? You do something which
normally involves some like higher emotion. Вы делаете что-то, что включает в себя какую-то очень возвышенную эмоцию. But you do it, you don't really feel the emotion, but you just do it. Но саму эмоцию вы не ощущаете, вы просто выполняете действие. Дайте мне пример, пожалуйста, из Прабхупады. Из высказываний Прабхупады какой-то пример. Сажа. Танцевать, танцуем чувством экстаза, танцевать продолжаем, эмоции появляются. Когда мы танцуем, мы не чувствуем экстаза, но постепенно эмоция появляется. Может быть. Yeah, well, we should dance even if we don't feel ecstatic. Тем не менее, мы танцуем, даже если не чувствуем экстаза. But I think many of you feel ecstatic when you dance. Но я уверен, что многие из вас в экстазе танцуют и чувствуют этот экстаз. Как я видал сегодня утром. I'm going to give an example which I just read this morning from Prabhupada. Я приведу пример, который я прочитал сегодня утром из высказываний Шрилы Прабхупады. Prabhupada gave the example of the traditional Vedic system of marriage in India. Прабхупада приводит пример из системы традиционных ведических браков в Индии. Like Bhaktivinoda Thakur, when he was married to his first wife, he was 10. Бхактивинод Такур был женат уже в 10 лет на первой своей жене. Жена была 5 лет. Правда? Prabhupada had 3 sisters. У Прабхупады было 3 сестры. First one was married when she was 10. Первая вышла замуж в 10 лет. Third one was married when she was 11. Третья вышла замуж в 11 лет. Second one when she was 12. Вторая сестра вышла замуж в 12 лет. And with the second one, when she turned 12, but she was not married yet, then the mother, Prabhupada's mother, said, if you don't get her married now, I'm going to commit suicide. На тот момент, когда второй сестре исполнилось 12, и она еще не была замужем, мама Шрилы Прабхупады сказала ему, если ты не найдешь ей мужа срочно, то я покончу жизнь самоубийством. Anyway, I'm not encouraging child marriages. Я вовсе не вдохновлен детскими браками. So please don't broadcast this now. Поэтому, пожалуйста, не передавайте дальше по параметру эту информацию. I will check on Facebook. Я ведь по Фейсбуку слежу за всеми. But anyway, but what Prabhupada said about it. Так вот, что сказал Шрила Прабхупада по этому поводу. That the young girl, she's just a child, but now she starts rendering some service from time to her husband. Маленькая девочка начинает служить своему мужу всячески, с малых лет. Generally, she would take some food and serve him some food. В основном в ее обязанности входит приносить мужу покушать. And Prabhupada explains, in this way, it's going on a regular basis for some years. Gradually some deeper attachment would develop in her heart. В результате этого действия, которое она выполняет на протяжении нескольких лет, глубоко в ее сердце появляется привязанность к своему мужу. Right, so Srila Prabhupada gives us as an example of doing something which has a natural mood in it, but doing it before that mood has really developed in you. Шрила Прабхупада приводит этот пример в связи с действием, которое кто-то
может выполнять, при этом еще не чувствуя той естественной эмоции, которая заложена в этом действии, но впоследствии он обязательно ее прочувствует. But if you carry on doing it as a sadhana, then gradually the mood develops. Просто продолжая выполнять это действие как садхану, и тогда это настроение, это чувство, эта эмоция проявится. So like all of us, we're all conditioned souls. Все мы обусловленные души. And, conditioned soul means we think of ourselves first. Обусловленная душа означает, что в первую очередь мы думаем о себе. Yeah. What does Rishabhadev say in the 5th canto? Что говорит Ришабхадев в 5-й песне? Что? Pumsastriya mitini bhadame tam tayorita. What is it? Tayor? Mita. Hridaya grantam aho. Aho grihakshetra sutapta vritaya. Janasya mahoyam aham ameti. People become just attached to materialistic household life. Люди очень сильно привязаны к ведению образа жизни домохозяина. And then they just think in terms of I, me, and mine. И все, о чем они думают в результате такого образа жизни, это я, мне, мое. And all of us have this tendency, deeply ingrained through many lifetimes in material existence. И эта тенденция настолько глубоко укореняется в их сердцах, что они проносят ее через многие-многие жизни. So how to get free from that? Так как же все-таки освободиться от этой тенденции? Of course, if we just continue chanting Hare Krishna and just generally practicing Krishna consciousness, that will help greatly. Если мы просто повторяем Харе Кришна регулярно, продолжаем следовать всем правилам предписания сознания Кришны, то, безусловно, такой процесс поможет освободиться от этой тенденции. But a very helpful, important thing to help us get out of this consciousness is book distribution. Но очень важный вспомогательный фактор, который действительно поможет нам разрушить эту тенденцию, это распространение книг. Because it is a merciful activity. Потому что в этой деятельности заложена эмоция милосердия. And in the beginning, we may not feel mercy, we may feel, a number of different kind of material emotions. И поначалу, быть может, мы не чувствуем эту эмоцию милосердия, распространяя книги. Быть может, даже наоборот, мы чувствуем какие-то материальные эмоции. But book distribution is also part of sadhana bhakti, and it is also a sadhana. Но распространение книг является частью садхана бхакти и нашей садханы в том числе. And if we just carry on doing it, then gradually the sort of higher emotions may enter our hearts. И если мы просто будем продолжать распространять книги, то более возвышенные эмоции, несомненно, проявятся в наших сердцах. Plus, Lord Chaitanya will give us different experiences to help us see that the material types of consciousness that we shouldn't remain attached to them. Плюс Господь Чайтанья наделит нас видением материального сознания, к которому мы не должны быть привязаны. Может быть, один день вы распространяете 100 книг или 200. Экстаз. And so you're thinking, wow, fantastic. И вы думаете, ого, фантастика! But by the influence of material nature,
some other thoughts may enter your mind. Но под влиянием материальной энергии какие-то еще другие мысли могут проникнуть в ваш ум. I am a big book distributor. Такие как, например, я крутой распространитель книг. Yeah, Крутой, крути, преданный. Я крутой преданный. Крутой, преданный. Jai, Haribol. So, next day you go out. Но на следующий день вы выходите на улицу. And you may be thinking, yes, okay, here we go again, another 100 books. И вы уже думаете, так, ну все, вот он я, и сейчас еще одну 100 сделаю. Right. First person, you give them a book. И первому человеку, которому вы протягиваете книгу, They scream at you. этот человек просто орет на вас. Second person tries to hit you. А второй человек готов по морде вам съездить. Third person you met yesterday. А третий человек, которого вы встречали вчера, They come back, they give back the book. that он they got. хочет возврата. So now you have done -1 books. И день закончился со счетом -1 книга. Anyway, so Krishna, to help us become purified on Sankirtan, Krishna makes, and he will make, and he does make, different arrangements. Это все происходит по плану Кришны, поскольку Кришна хочет нас очистить. Он так делал, так делает и будет так делать впредь. And we, part of the sadhana of book distribution is that when we see things are going wrong, И в качестве нашей садханы распространения книг, если вдруг мы замечаем, что что-то пошло не так, we should think, what message is Krishna trying to give me here? нам следует задуматься через эти события, что Кришна хочет донести до меня. Am I becoming attached to the results or something? Действительно ли я так сильно привязан к результату или к чему-то еще? Yeah, like this. Krishna is trying to help us make spiritual progress while we're on book distribution. Поскольку Кришна очень хочет помочь нам прогрессировать в духовной жизни в тот момент, когда мы распространяем книги на улице. I want to give you an example from my own experience. Я хочу поделиться с вами примером из своего личного опыта. It's not exactly about book distribution, but it is about preaching. Это не совсем связано с распространением книг непосредственно, но это связано с проповедью. Я был новый преданный. Я еще новый преданный тоже. But anyway, and it was Sunday. Было воскресенье. I had been a devotee maybe 2 to 3 weeks. Я был преданным 2-3 недели на тот момент. And it was the Sunday feast. И был воскресный пир. Nastoящий пир. Первый класс. And so, me and the other new boys, we got our very nice plates. Мне и другим новичкам подали роскошные тарелки с просадом. Wow, смотрите, экстаз. And we went to find a quiet place to take prasadam without being disturbed. И мы решили найти укромное местечко, чтобы почтить просад, чтобы никто нас не беспокоил. I found nice quiet place Я нашел такое укромное местечко. in the corner, В углу sat down, расположился and sell,
And I was just getting ready. И только-только собирался уже взять просад. Как сказать? Совершенство жизни. Соприкоснуться с совершенством жизни, так сказать. And just about to start. И только-только я уже собирался схватить кусочек просада. Молодой человек sat down right in front of me. И молодой человек уселся прямо напротив меня. Да-да-да. Just looking at me. И смотрит прямо мне в глаза. Вот так вот. Пожалуйста, скажите мне, о Кришна, прямо сейчас. Я хочу, я должен узнать все прямо сейчас. Понимаете, да? And I looked at him. И я посмотрел на него. И я подумал, oh no. О, нет. But I couldn't escape. Но сбежать-то было никак от него. He was very intense. Потому что он действительно жаждал услышать о Кришне. So I had to speak to him. И мне пришлось проповедовать ему. Без прасада. So I spoke to him, and he asked questions, and I hardly knew anything. Я рассказывал ему, что знал, он задавал вопросы, но я знал немного. But maybe Krishna supplied some knowledge. Но, может быть, Кришна давал мне какое-то знание, чтобы я правильно отвечал на вопросы. And after a few minutes, I realized, wow, I feel ecstatic. И через несколько минут я осознал, в каком же экстазе я нахожусь сейчас, просто общаясь с молодым человеком. And by the time we finished, after maybe half an hour or so, И примерно полчаса, когда закончилась наша беседа, I was just flying high. я просто был в полете от экстаза общения с ним. And then I had realization. И тогда меня посетила одна реализация. Слышите? Как сказать? Проповедовать, да? Проповедовать лучше, чем есть прасада. Харибо! Харибо! И это правда, Yeah. So if we can get a taste for preaching, for book distribution, to get a taste like that, it is a great gift from Lord Chaitanya. Если вы заметите, что у вас появился вкус к проповеди и к распространению книг в частности, будьте уверены, что вы обрели особый дар от Господа Чайтаньи. And anyway, prasadam is nice too. Просад — это тоже здорово. Сейчас мой самый любимый картофель по-деревенски. Харибо! Слышали о картофель по-деревенски? Anyway, okay, so I want to just go into another slightly different. It's actually part of the mood of Lord Chaitanya. Рассмотрим другой вариант настроения Господа Чайтаньи, And it's something which nobody mentioned. который еще никто не упомянул. That Lord Chaitanya, when he is preaching, he is something like, it may not sound so appropriate, but I say, you could say, he is something like a hunter. Когда Господь Чайтанья проповедует, быть может, не совсем подходящее слово, описывающее это настроение,
Но можно сказать так, что Господь Чайтанья – охотник. Охотник. Понимаете, да? So, but what is he hunting for? И на кого же он охотится? With everyone, but particularly the devotees, Lord Chaitanya is looking for a particular thing or things. Когда он вместе с преданными, он ищет определенные вещи. Lord Chaitanya knows that in your heart there is pure love for Krishna. Он ищет определенные цели. И одна из его целей – найти чистую любовь к Кришне, которая сокрыта в ваших сердцах. It's already there. Она уже там. You know, there's famous verse in Chaitanya Charitamrita. Знаете этот знаменитый стих из Чайтанья Чаритамриты? Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi Shravana Adi Shuddhachite Karye Udoi. So this is Lord Chaitanya speaking. Господь Чайтанья говорит, And he's saying that the eternal perfection of Krishna Prema, love for Krishna, it's already there in the heart of every living entity. вечное совершенство жизни, чистая любовь к Кришне, Кришна Према уже живет в сердцах каждого живого существа. It does not have to be acquired from an external source. Нет необходимости получать ее из внешнего источника. It's already there, it just has to be drawn out. Она уже там, ее лишь необходимо пробудить. And Lord Chaitanya, of course, he's thinking like this about all living entities. В таком умонастроении Господь Чайтанья смотрит на все живые существа. But particularly, he's thinking like this in regard to the devotees. Но в частности, на первом месте он рассматривает своих преданных. That these devotees, they are on the path. Поскольку преданные уже на пути. And they've already made some progress. И они уже совершили определенный прогресс. But still there is more progress, important amounts, more progress to be made. Тем не менее, преданным предстоит совершить еще больше прогресса в сознании Кришны. Right. And how are these devotees going to make progress, and how will that love be drawn out of their hearts more? И каким же образом преданные смогут совершить еще больше прогресса в сознании Кришны, и любовь к Кришне, которая живет в их сердцах, вырвется наружу? Well, of course you can say by chanting Hare Krishna. Конечно, мы всегда говорим при помощи воспевания Харе Кришна. Это правда. Общение, общаться с преданными. Это правда тоже. But particularly in Kali Yuga, the process is Sankirtan Yajna. Но непосредственно в Кали-югу процессом, предписанным для этого века, является Санкиртана Яги. Kali Kalera Dharma Krishna Nam Sankirtan. That, well, we all know, I think we all know very well, the Yuga Dharma is specifically Sankirtan Yajna. Все мы знаем, что для Кали-юги предписанным процессом является Санкиртана Яги. So you were all extremely fortunate. Все вы чрезвычайно удачливы, кто присутствует здесь. Because you have got as your main service, or at least one of your main services, is Sankirtan Yajna. Потому что вы приняли на себя ответственность за совершение Санкиртана Яги в этот век, или, по крайней мере, кто-то принял частично эту ответственность, совершая другие виды преданного служения тоже. Sometimes we say Sankirtan Yajna is a little bit like a crash course.
Иногда мы говорим, что Санкиртана-яги — это немножечко crash-course. Crash course. You know, very quickly you got to learn. Это такой метод, которому нужно очень быстро обучиться. Я помню, много лет назад я прочитал где-то, что здесь есть книга, и книга называется what to say? Учиться, учить. Учение. Learn Russian in 30 days. Выучи русский язык за 30 дней. У меня такая книга была. Давай. Весь язык будешь знать за 30 дней. Такая книга. Я подумал, легко. Буду делать. And I bought the book. Я купил эту книгу. And I studied it. И я учился по этой книге. Some years later, I still don't understand the Russian language. Спустя несколько лет изучения этой книги я все еще русский язык не понимаю. But the people got their money. I think that was the main thing. Но люди свои деньги получили за эту книгу. Я думаю, в этом был основной смысл. Crash course. Learn everything quickly. То есть такое спецпредложение. Выучи быстро. But on Sankirtanya, particularly on book distribution, Krishna, Lord Chaitanya, gives you so many opportunities to learn. На улице, в тот момент, когда мы распространяем книги, Кришна, Господь Чайтанья дает нам столько возможностей чему-то научиться. You know, we have to deal with these crazy materialists. Знаете, приходится ведь иметь дело с этими сумасшедшими материалистами. We have to learn tolerance. Поэтому необходимо научиться терпению, You have to learn humility. научиться смирению, You have to learn sincerity. научиться быть искренним. And if we don't learn those things, it'll be very difficult. И если мы не научимся этим качествам, то распространять книги нам будет очень сложно. One devotee I used to go out with distributing books. С одним преданным я ходил, распространял книги вместе. He would get a little agitated with the people. И люди его немножко раздражали. And sometimes I had to tell him, listen, go sit down, chant one round. И иногда я говорил ему: послушай, присядь, прочти круг джапы. Один день. Может быть, каждый день. Один раз, два раза. Or sit down, read a few pages of a book. Иногда я говорил ему: присядь, пожалуйста, прочти несколько страниц книги. And I knew, I could tell when he had reached that point. И я мог заметить, когда уже точка кипения доходила до этого момента, Because he would tell someone who did not take a book, когда он говорил людям, которые не хотели брать книги: you're in Maya. ты в мае. Это шокировало людей. They didn't understand that at all. Они вообще не понимали, что он имеет в виду. But then I knew, whoops, he needs to take a break. И тогда я понимала: ой-ой, пора ему перерыв взять. So it's like a crash course. It's very intense, and you have to really pray and take shelter. Это действительно серьезное испытание распространять книги. Поэтому необходимо принимать прибежище. And if you do that nicely, you get special mercy. И если удается принять прибежище должным образом, то можно обрести особую милость.
One day I was in Srila Prabhupada's room in Bhaktivedanta Manor. Однажды я был в комнате Шрилы Прабхупады в Бхактивиданта Манере. Prabhupada was giving darshan. Прабхупада давал даршан. And there was only maybe 10 of us in the room. Быть может, 10 преданных находилось в тот момент в комнате у Шрилы Прабхупады. And one devotee asked Prabhupada a very important question. Один преданный задал очень важный вопрос Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada, if we are preaching, doing book distribution, then do we get special mercy? Шрила Прабхупада, если мы проповедуем, распространяем книги, получим ли мы особую милость? Спросил он. Like different from if we're living in the temple and just doing service in the temple. Будет ли эта милость отличаться от той милости, которую мы могли бы обрести, если бы просто жили в храме и выполняли там служение? And Prabhupada said, yes, you get special mercy. Шрила Прабхупада сказал, да, вы получите особую милость. Prabhupada said, if you're living in the temple and you do something wrong, you make maybe some little offense. Шрила Прабхупада сказал, если вы живете в храме и сделали что-то не так случайно, нанесли оскорбление по неосторожности, then you'll get some reaction. Вы получите определенные реакции. It'll take some time before the reaction is finished. Через некоторое время эти последствия будут нейтрализованы. But, Srila Prabhupada said, if you are preaching, if you're doing book distribution, and you do something wrong or some little offense. Но, сказал Шрила Прабхупада, если вы распространяете книги и в процессе по неосторожности сделали что-то не так, нанесли какое-то оскорбление, but if you carry on sincerely, но при этом вы искренне продолжаете распространять книги, Lord Chaitanya will very quickly take away the reaction. Господь Чайтанья очень быстро нейтрализует последствия всех оскорблений. Very quickly he'll cleanse your heart. Очень быстро Он очистит ваше сердце. So in different ways, if we think about it in different ways, we'll see that doing book distribution, spreading Krishna consciousness, is the most wonderful, most amazing activity. С разных точек зрения очевидно, что распространение книг является самым лучшим, возвышенным процессом проповеди. So you're all very nice devotees. Вы все такие замечательные преданные. As I said yesterday, when I see the book distributors, then I think, here are the real devotees. Как я сказал вчера, когда я смотрю на распространителей книг, на преданных Санкиртаны, я думаю, вот это настоящие преданные. And so, please carry on. Пожалуйста, продолжайте распространять книги. Sometimes there'll be a few little ups and downs. Иногда, конечно, будут у вас взлеты и падения, But there's just so much nectar there. но в процессе распространения книг содержится столько нектара. And gradually, as we persevere, we'll develop those qualities that we are talking about by the mercy of Lord Chaitanya. И по милости Господа Чайтаньи, просто выполняя это действие, мы разовьем те самые качества и настроения. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Go Premanande. Hare Krishna. Спасибо. И услышьте, что Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки. Я дал ему 10 рублей. Это моя зарплата. Hare Krishna.
Вопрос. Объявление. Объявление. Первое объявление – это, дорогие преданные, у нас есть 10 книг Гуру Махараджа, Гавардхан, холм, исполняющий все желания. Пожалуйста, не упустите возможность приобрести их прямо сейчас и подписать у Гуру Махараджа с наилучшими пожеланиями для себя или своих друзей. Уже 9 книг. Еще есть такое объявление. Шакатари Прабху только что принес. Дорогие преданные, за столиком книги распространяет Шакатари Дас. Гапал Говиндарам Дас. Преданные пожертвовали им книги для поездки в Иран с проповедью. Были 2 раза там с книгами на иранском и английском языках. Хотят поехать осенью, зимой с переводчиком. Вы можете выкупить их или взять на распространение, потом можно на карту перечислить. Вчера сотни книг выкупили и взяли на реализацию, преданные остались еще 200 книг. Преданные остались еще 200 книг. Харивову. Пожалуйста. И может быть вопрос или комментарий, дополнение, пожалуйста. Yes. Есть еще минута? Okay. Yes. Пожалуйста. Прабху. Пожалуйста. Скажите, мы сегодня о качествах разных говорили, которые мы вообще должны. Как вообще можно медитировать, чтобы получить эти качества? Okay. What should we meditate on? Yes. I'm going to talk about that tomorrow. Об этом я собираюсь рассказать вам завтра. But, a foundational part of it is that we are doing this as a service to Srila Prabhupada. Но основополагающей частью любой медитации или медитации на любой из этих качеств должно быть следующее умонастроение. Мы выполняем это как подношение, как служение Шриле Прабхупаде. Как фундамент. Это основополагающая часть умонастроения. Anyway, завтра. Завтра будет больше. Спасибо. Хари. Okay. Все. Конец.